Привет! Вы все знаете, что в устной речи в английском языке правила принято нарушать, потому что язык стремится к упрощению. Я вам уже говорил, что в потоке речи мозгу очень трудно концентрироваться и держать очень большие потоки информации, поэтому все наши предложения в речи укорачиваются, упрощаются. Это то же самое касается и грамматики. Всем нам со школьной скамьи объясняли, что когда у вас есть слова already, just, yet, ever and ever, то грамматические правила диктуют нам использование времени present и аспекта perfect simple. Всем говорили, что если нам нужно сказать «я что-то только что сделал, уже сделал», то есть совсем мало времени прошло от того момента, как вы это сделали, правила требуют говорить нам «I've just done it», «I have just read», «Have you ever seen» и так далее. Когда вы приезжаете в англоговорящую страну и начинаете общаться с местными англофонами, особенно когда это происходит в непринужденной обстановке, вы замечаете, что не все правила работают. И у многих возникает вопрос, все начинают сразу гнать пургу на учебники, говорят, да вот там в учебниках все не... И забывают о том, что язык, он настолько контекстуален и зависит от того, с кем вы говорите, когда вы говорите, какие у вас отношения с человеком. Поэтому в следующем видео я вам покажу еще одно правило, которое можно нарушать. Речь пройдет про American English. Если вы носитель Royal British, вам, я не знаю, как у вас там происходят дела. К слову скажу, что большинство людей все-таки говорит на американской версии английского языка, более или менее, потому что Netflix в каждой квартире имеется. Фильмы в основном снимаются именно с американским, так скажем, говором. То есть, если я хочу у человека спросить, did you ever see Chicago? Смотрел ли человек когда-нибудь мюзикл Chicago? Я, собственно, буду делать это в разговорном жанре через простую прошедшую форму. Did you ever see Chicago? Можно сказать, did you ever watch Chicago? Если я хочу спросить про какое-то блюдо, did you ever try Japanese food? Or did you ever try Ethiopian food? Или did you ever go to Japan? Or did you ever go to, or did you ever travel to Thailand, for example? Например, вы когда-нибудь путешествовали в Таиланд или были в Японии? Did you ever meet a celebrity in Los Angeles? Например, вы когда-нибудь встречали какую-нибудь знаменитость на улицах Лос-Анджелеса? Мне стало интересно, потому что так, собственно, люди говорят, но очень часто мы можем полагаться на свою интуицию. Интуиция — это не научное заявление, поэтому мы прибегаем к инструментариям, которые у нас имеются, у прикладных лингвистов, в частности, корпус имеется. Так вот, пошел я в корпус и сравнил разговорный регистр. Я выбрал именно живую, не скриптованную, неподготовленную, спонтанную речь и то, что показывают в сериалах и в фильмах. Напоминаю, что фильмы и сериалы — это не то, как мы говорим в реальной жизни, это более драматизировано. Так вот, я сравнивал два этих регистра. У меня получилось, в общем, практически равноценное распространение have you и have you ever, там, go, have you ever been, have you ever tried, have you ever seen, have you ever watched, и did you ever go, did you ever see, did you ever watch. Разница была буквально там 1.6 в раз больше. Конечно же, наш любимый Present Perfect, Simple, который он является сейчас эталоном, правильным вариантом, стандартным вариантом. На письме, конечно же, вы никогда в жизни не будете использовать did you ever. Я имею сейчас академическое письмо, я имею в виду эссе, я имею в виду любой формальный вид и полуформальный вид письма. В смс-ках, то, что приравнивается к casual речи, вы можете использовать did спокойно. Кто нам об этом говорит? Нам об этом говорит, что это не какая-то не ошибка, это не какая-то залетная грамматическая конструкция. Это уже норма. В лингвистике считается, если в 10 раз больше используется та или иная грамматика, чем стандарт, то можно говорить, что это просто какие-то non-standard English. Но когда у вас соотношение 1.6 или 2.3 до 5, до 10 вернее, то это уже можно называть неотъемлемой частью инструментариев народа, который говорит на том или ином языке. You ever seen the movie Grumpy Old Men? Did you ever see Braveheart? Did you ever see The Life? Yeah, Another The Life story about So did you ever see it? You guys are too young. Colossus, the Forbin Project. Did you ever see that HBO documentary, The Soldiers in the Army of God? Did you ever try to give unsolicited help to someone who it turns out did not actually want your help in the first place? Like, did you ever try like the implant or... I had the quill. Did you ever try using your voice or just always just no? Did you ever go to a club? You don't need to carry a purse, you know. Нужно ли вам так говорить
Нет. Полезно ли вам знать эту информацию? Конечно, чтобы узнавать в речи, о чем вам говорят, и чтобы вы пальцем не тыкали, а вон они необразованные американцы, какие они такие плохие. Ну и, конечно, не стоит приставать к обычным англофонам с вопросами, а почему вы сказали здесь так, а не иначе? Потому что это то же самое, когда вас по-русски спросят, а почему вы использовали здесь предложный падеж, а не творительный? Вы так не объясните, потому что вы не учитель, вам не надо. Вы впитали этот язык, как говорится, с опытом. Вы в нем жили, вы не замечаете и не задумываетесь, почему вы так говорите. То же самое касается слова just и already. То есть, если я скажу I just did it, я только что это сделал, понятное дело, что вы можете сказать I have just done it, or I've just done it. Но в контексте американской культуры, если вы спросите, особенно у подростков, если вы спросите, как они разговаривают, у молодых людей, в какой-нибудь casual, кухонной беседе, например, или какой-нибудь подкаст, для человека have плюс третья форма глагола, собственно, present perfect simple, будет звучать чересчур официально, выстраивается какая-то, знаете, стена, невидимый барьер. И вы этого не хотите, потому что вы хотите быть ближе к собеседнику и показать ему, что вы in the same boat. You know. То есть, если вам родители говорят, например, take the trash out, вы говорите I already did, or I just did it, I already did, I already did. Я уже это сделал, уже тоже в ту же категорию. То есть, этот всех список слов, маркеров, которые вам учили, что обязательно использовать present perfect, он сохраняется, но в речи правила могут нарушаться. Но здесь очень важно обратить ваше внимание на то, что не все глаголы можно использовать в вопросе, например, Did you ever see Chicago, например? То есть я не могу спросить человека Did you ever have a dog? У тебя в какой-то момент твоей жизни вообще собаки были, кошки? Держал ли ты домашних питомцев или нет? Потому что глаголы состояния, глаголы, которые имеют такой продолжающийся оттенок, они, как правило, не работают так. С did нам нужны динамичные очень глаголы. Глаголы, которые описывают action, которые можно в несколько раз каждый день. То есть, если вы можете задать вопрос present continuous, и этот вопрос имеет смысл, значит, вы можете использовать глагол в did you ever. Если вас хотят спросить, ты уже поел? Did you eat yet? Или если вы очень быструю речь слушаете, did you eat yet? Did you eat yet? Что вы должны вынести с этого мини-видеоурока? Это то, что правила для стандартного письменного, очень строгого формального английского, они не распространяются на язык устный. Чем более casual обстановка, тем меньше этих правил будет соблюдаться. Также помните, что есть какие-то вариативности в языке, есть регионализмы. Если вы подписаны на мой инстаграм-канал, я публикую там разные, вернее, шерю разные stories, где вы можете посмотреть, как люди с разных штатов, с юга, например, с севера могут произносить иные слова. Или если вы читаете меня в Телеграме, я иногда пишу о том, что не стоит думать, что правила, они всегда rigid and you can't bend them. Кстати, Телеграм и Инстаграм, Kirils_English. Если вы хотите индивидуальные занятия со мной, то под этим видео в описании есть вся информация. Ну и самые частые глаголы, которые вы услышите did you ever, это глаголы смотреть, watch или see, это глагол путешествовать в значении go. Did you ever try, пробовать причем как про еду или какие-нибудь экстремальные виды спорта, например. В зависимости от того, в каком вы штате будете, от человека можно услышать чаще или менее чаще вот такую форму. Если вы сдаете какой-то экзамен, я вам не рекомендую использовать эти формы, оставьте их для everyday English, обычных житейских бытовых ситуаций для жизни, не для экзамена. Меня зовут Кирилл, я желаю всем отличных выходных. Пока. You ever seen the movie Grumpy Old Men? Did you ever see Braveheart? Did you ever see The Life? Yeah, Another the story life about about So did you ever see it? You guys are too young. Colossus, the Forbin Project. Did you ever see that HBO documentary, The Soldiers in the Army of God? Did you ever try to give unsolicited help to someone who it turns out did not actually want your help in the first place? like, did you ever try like the implant or I had the quill. Did you ever try using your voice or just always just no? Did you ever go to a club? You don't need to carry a purse,